День начался с самого густонаселенного перекрестка в мире Сибуя Скрэмбл. А это, кстати, очень популярный вид досуга, поездки по самым туристическим местам на картах. В районе Сибуя есть настолько популярная смотровая, что билеты туда советую брать за месяц, если вы хотите наблюдать красивый закат или весь город в огнях. А так как мы сделали это всего лишь за 2 недели, то попали только на дневное время. Учитывая, что в час пик по Сибуя Скрэмбл передвигается более 2500 человек, неудивительно, что билеты так быстро раскупают. Это действительно центр притяжения туристов и очень красивое место для того, чтобы полюбоваться Токио. Просто обалденно! Это топ-1 локация. Мне кажется, я так говорю абсолютно про каждую локацию, но это правда. Каждая следующая просто лучше предыдущей. Кстати, на этаже, где кафе, есть вот такая вот зона инстаграмная с шариками. Не понимаю, как девчонки ходят в 10 градусов в этих юбках. Почему? Зачем? Еще и без колготок. Мы пришли в новую уже сушильню. За минуту просто. Артем только заказал, и ему сразу же приехало здесь. Не успеваю даже снимать. 9 все разновидности. Классно. Цены здесь максимально бюджетные, если честно. Бюджетнее, чем мы до этого ходили. У меня вышло это все на 1000 йен. Муж чуть-чуть побольше ест, у него на 3000, но тем не менее все равно цены очень бюджетные. Но в Токио заведение это просто что-то невероятное, очень здорово. Причем на любой ценник, вот серьезно, на любой кошелек вы сможете найти заведение. Потому что вот эти рилсы дурацкие, когда приехал в Японию и ты ешь онигири за $50, это полная чушь. Вот серьезно. Памятник Хатика. Вот это стайлиш. Меня поразило то, насколько в Японии тщательно следят за каким-либо процессом ремонтных работ или транспортных, лишь бы не мешать гражданам и сохранять порядок. В метро для вашего удобства в каждом вагоне расположено табло с температурой, а также куда следует поезд, в каком вагоне вы находитесь и на какую сторону будет выход, то есть открываются двери. Это, конечно, безумно удобно и не вгоняет в какую-то тревогу, стресс, что ты можешь проехать свою станцию и вообще не понимаешь, куда движется поезд. Ночная вылазка в район Сидзюку. Хочу сходить на шопинг небольшой и еще взять вещей теплых. Это японский рэп. Что мне еще очень нравится, первое, конечно, это бесшумное движение, очень мало машин с двигателем, который слышно, и иногда, когда ты идешь по малолюдным улочкам и едут мимо машины, ну, честно, можно испугаться. Обратите внимание, как бесшумно здесь ездят машины. Второе, здесь нет бездомных животных, и из-за этого, или благодаря этому, очень много кафе, где вы можете заплатить небольшую сумму и вот смотрите на собачку, кошечку, доплачиваете больше, сможете ее еще и покормить, и такие кафе пользуются здесь огромной популярностью. Также здесь в зоомагазинах продают вот фактически животных, что для меня, конечно, было очень странно и непривычно. Люди более агрессивные, японцы, чем, например, те же корейцы. Это очень отслеживается в метро. Корейцы, например, они настолько уважают личное пространство, они не будут пихаться, толкаться, они заранее подготовятся к своей станции, встанут поближе к выходу. Японцы же, ну вот как туристы, которые первый раз оказались в метро. Они могут сидеть, и потом через полвагона, толкаясь, пихаясь, они будут стараться пробраться, и да, они более жесткие, я бы сказала. Мы тем временем уже пришли. Хочу сказать,
сказать, что в Японии гораздо лучше говорят на английском, чем в Корее. Это можно встретить повсеместно и в кофейнях, и в магазинах. Касса самообслуживания в Uniqlo в Гонконге, кстати, было то же самое. Нет, у меня именно этого приложения нет. И мне автоматически посчитали. То есть я просто положила сюда корзинку, ничего не пробивало. Все. Он мгновенно сосканировал все штрих-коды. Взять еще пакет и пойти отсюда. Спасибо. Гуляю по улочкам. Конечно же, настроение максимально приятное, такое теплое. Благодаря всем этим огонечкам, которые здесь поставили. Я ожидала, что украшен город будет гораздо больше, так как здесь Рождество является вторым по значимости праздником. Инсайдерская информация со вчерашнего ужина с нашим другом и его женой, японкой. Но почему-то, видимо, у нас в России, в Москве, в Питере настолько шикарно украшают новогодние улицы, делают, что ты приезжаешь и понимаешь, что, ну, окей, что-то здесь постарались, что-то сделали, но такого духа Рождества вы тут не ощутите, если честно. Так что не стоит рассчитывать на что-то невероятно джингл-беллское. Так, поняла, что не могу вам не снять эти невероятные луки от Зары. Посмотрите. Почти 10 тысяч рублей. Значит, вот первый лук чек. И мой фаворит. Она прикольная, но только размер М. И, извините, куда мне на Бали шубка. А так, конечно, она мне сразу как-то приглянулась, я бы ее взяла. Ладно, мой улов на сегодня — это джинсы. Классные, мне понравились. Следующие фотки будут в них. Смотрите, еще шапки Мономаха. Такая вот мода. И мне понравился отдел. Так вот, пожалуйста, снова эти шубы соболиные. Вот такой вот стиль. Очень классный. Он прям такой азиатский, да. Вот это вот бандитские 90-е, вот эти вот парадные образы. Они сейчас в тренде. Ужинать я заскочу, если в Раменну или куда-нибудь подсниму. Если нет, знаете, значит, я пришла и просто без задних ног вырубилась и монтирую рилсы. Кстати, мой Инстаграм. Прикрепляю. Все самое свежее, интересное, очень много информации еще выходит там. Так что подписывайтесь. Все. Еще такой интересный момент. Очень часто вижу, что овощи и фрукты здесь просто на улице, на прилавках лежат. Так, в любимый 7-Eleven идем закупаться. Еще из интересных покупок, ну, помимо, конечно, моих шорт с покемоном на попе, это бомбочка для ванны. В общем, ее опускаешь в воду, она бурлит, красиво там все так происходит, и появляется вот такой вот покемон. Так, происходит что-то очень странное на улицах. Я думаю, мы сейчас застали съемки фильма, потому что было очень много каких-то перечеркивающих надписей. Ну, наверное, там было написано «не снимать», и люди вокруг действительно стояли, и никто не снимал, ну, кроме меня. Вот, так что, наверное, это скоро выйдет в каком-нибудь супер популярном фильме или сериале. Итак, look of the day. Джинсики, которые я вчера купила в Заре. Артему начала хвастаться. Первым делом, что он спросил, это мужские? Но я все свела на то, что он просто был без очков и не разглядел этого стиля безумного. Взяли номер столика. И посмотрите, ни в одном заведении, к слову, ни в одном заведении Японии вы не увидите официантов. Просто потому, что здесь все заказывается электронно. Официанты будут только в, например, местах, где вы берете сеты, ну, прям в ресторанах. Вот то, что мы ходили с друзьями, да, там был официант, и мы все делали через него. Было меню, не было ничего электронного. Но в обычных таких среднячковых кафешках вы все делаете самостоятельно и уже оплачиваете только на кассе. Это очень удобно. Артем каждый раз говорит, представьте такое просто в Америке, где принято 20% вставлять на чай, чтобы вам не выносили какую-нибудь колу или разогретое в микроволновке блюдо и не ждали за это 20% чая.
В чем такая интересная особенность, что, например, в таких заведениях нет большого выбора, вообще нет выбора чая именно горячего, потому что он уже везде включен в стоимость. Вам порошковую выносят матчу, и вы просто разбавляете ее кипяточком. Иногда это бывает на вашем столе кипяток, как краник, иногда нужно подойти. Но суть в том, что в хорошем заведении, вообще в принципе, как мы с Артемом считаем, везде напиток будет бесплатный. Вот это либо вода, либо чай, и только такие низкосортные заведения будут стараться заработать на какой-нибудь кока-коле или чае, кофе, таких, знаете, напитках. А в Японии вот просто повсеместно. Вода, либо чай, они всегда будут у вас стоять по умолчанию. Очень много вариантов оплаты. Вот прислонил. Есть еще. Мы прислонили наш штрих-код. И, кстати, никто не следит, оплатили вы или нет. Но тут, я думаю, знаете, столько камер и прочего. Такая, конечно, наказуемость серьезная. Никому не нужно обманывать ради, там, не знаю, $30 за завтрак-обед. Как можно меньше сделано коммуникаций в Японии. Заметил, да, Тём? Очень мало коммуникации с людьми. Это хорошо. Я считаю, метро — это, конечно, особый вид искусства. Можно зайти перекусить довольно-таки цивилизованно. Можно зайти уже здесь в метро, на лифте подняться, снова поесть, чай попить. Ну а мы идем к торговому. Работники помогают. Так, выходим с помощью билетика. Вы, кстати, его не забывайте брать. Здесь уже все. Не забывайте его брать, когда вы только входите в метро. Он вам еще пригодится. Кстати, заметка относительно транспорта. В Google Maps вы можете увидеть несколько вариантов маршрута. Можете выбрать, например, ближайшую станцию метро, увидеть, что она будет стоить, эта поездка, например, в 2 раза дороже, такое возможно, чем если вы прогуляетесь минут 10 до другой линии. Так как здесь метро не является какой-то монополистической системой, здесь есть частные ветки метро, государство выделяет им субсидии, потому что эти ветки работают в убыток, но вот такая вот тут неоднозначная система. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь бы решился попробовать чипсы соленая карамель? Да, это я. Видите, какие прикольные. Против храпа, просто наклейка «Народ». Можете своей девушке, жене втихаря налепить. И вот это для носа. Наклеиваете на нос, расширяются ноздри, и вы спокойно спите. Но я так понимаю, это все против храпа. Кого? В принципе, очень полезная штука. Ага, кто бы говорил. Смотри, как бы у тебя на рту не оказалось ночью. Этот пластырь. Еще берем вот такой вот питос. Клеите себе на язык, если у вас охрип голос, если вспухло чуть-чуть горло, нельзя жевать, глотать, просто вот клеите на язык, она действует, и вот ораторское искусство ваше будет прекрасно. Хочу сказать, что в аптеках здесь можно просто потеряться, ничего не понятно, все на японском, 150 отделов, множество вообще различных вариантов. Ну, все вот так вот прелестно выглядит. Очень мило. Как будто бы, знаете, вот это не лекарственные средства, а какие-то просто вот пластыри и витаминки. Итак, самый анимешный район Токио – чек. Как только вы выходите из метро, сразу понятно, что вы попадаете на Акихабару. Акихабара – это один из самых известных и уникальных районов Токио, привлекающий туристов и местных жителей благодаря своей культуре и особенной атмосфере. Это идеальное место для тех, кто интересуется техникой. Здесь можно найти все, от новейших гаджетов и бытовой техники до редких деталей для компьютеров. Акихабара – центр притяжения поклонников аниме. Здесь много манги, видеоигр, тематических мероприятий, магазинов, где можно приобрести фигурки, артбуки, одежду и сувениры, связанные с поп-культурой. Также визитная карточка Акихабары – это мейд-кафе, где официанты одеты в костюмы горничных и создают для гостей атмосферу, будто бы они в частном особняке. Предлагают переодеваться в халат и дают меню. В некоторых кафе горничные делают массаж клиенту за дополнительные
дополнительную плату. С горничной можно поиграть в приставку, карты, дартс, попросить покормить с ложечки или почистить уши. По понятным причинам я в эти кафе не пошла. В районе множество гейм-центров, различных косплей-мероприятий и выставок, связанных с аниме и играми. Кроме современного ассортимента, район знаменит магазинами, где можно найти ретро-товары, самые старые консоли, игры и даже электронику прошлого века. Есть фигурки и по 100 баксов, и по 200. И тут, в принципе, разгуляться можно. Вот это, например, 30 тысяч стоит йен. Ну, так что я даже радуюсь, что я не фанат аниме. Иначе вместо путешествий я, возможно, у вас коллекционировала бы статуэтки. Ну а я человек скромный и приехала сюда с одной целью – купить тамагочи. Огромный минус этого района, что магазины закрываются здесь в 7 вечера, поэтому у меня остается всего лишь 10 минут добежать до нужного мне прилавка, чтобы купить желанный товар. Я должна успеть посетить этот магазин, который запланировала. Меня ничто не остановит. Я проскочила на все светофоры. Друзья, я купила своего тамагочи. Поездка удалась. Кстати, напишите в комментариях, кто застал Сегу. Я застала Сегу, я застала Дэнди. Мы с моим старшим двоюродным братом рубились просто невероятно. Он меня на все это подсадил, так что я в теме. Хочу сказать, что для меня район Акихабары не предоставился чем-то интересным, увлекательным. Очень шумно, много сомнительных девочек. Тематика, которая не совсем мне близка, но посетить я очень хотела, потому что про него очень много ходит разных отзывов, и я ожидала здесь увидеть гораздо больше косплея. Возможно, днем здесь более такое тусовочное место. Напишите, кто был на Акихабаре днем, как вам, сильно ли отличается от ночного времени суток. Я хочу сейчас зайти еще посмотреть. Увидела здесь магазин Сега, и все, двигаюсь домой. Честно, я не испытала каких-то диких эмоций от этого района. Здесь есть магазинчик. Он находится прямо напротив Гига. Вот такой вот, многоэтажный. Здесь всякого барахла, сувениров, помад, разной косметики очень много, поэтому имейте в виду. Он Пикачу. Друзья, доброе утро! Сегодня у нас последний полный день в Токио. Завтра мы уже уезжаем в Киото. И попробуем сейчас проехаться на автобусе. Сказали, что здесь можно платить наличкой. В общем, еще такой будет пунктик к наземному транспорту. Сегодня тепло, на удивление. Солнце, конечно, и отсутствие ветра, такая свежесть. Это что-то для меня просто невероятное. Я просто обожаю такую погоду. Мы зашли в какую-то европезированную кофейню. Здесь нет ни одного японца. Такая она. Прекрасный, самый лучший десерт. И корейский, и японский. Здесь так бесшумно ездят машины, как будто у них слежка какая-то происходит. Я остановилась сделать фотографию, подошел японец, сделал нам несколько кадров, очень мило, спрашивают, откуда мы. Мы рассказываем про Питер. Блин, прелестно. Он что-то там ищет в телефоне, находят нам музеи. Мило. Некоторые японцы-путешественники в курсе, что такое Петербург, и символизируют его Зимним дворцом. И когда мы ответили, что мы из Питера, и показали ему Эрмитаж, он подумал, что мы ищем музеи, и начал составлять нам целый гайд по Токио. Это, конечно, нас очень тронуло. Тарелка, вот, Прекрасные по вкусу рамены. В 3000 обошлись нам, мы взяли дабл порции. О прекрасных возможностях наземного транспорта мы с вами сегодня не узнаем, потому что ждать следующий автобус 20 минут, а идти нам 19. Так что, видимо, не судьба, но это тоже очень неудобно, что нам доехать несколько остановок и что, только один автобус показывает? Ты уверен? Будем надеяться на Артема. Или нет?
Нет, не Нет. надейтесь на него. Не надейтесь на него. Мы идем обратно. Похоже, мы все-таки узнаем сегодня с вами об автобусе. 8-6 наш. Боже, мы опаздываем. Они были туристами. Слушайте, вот так можно накидать мелочевки. Правда, вас будет ждать еще весь автобус. Ну, кстати, вот это вот не очень удобно, что, видите, без билетов, и все стоят, ждут, пока там рассчитаются при входе. И это, конечно, не совсем оптимально. Если вы работаете на японскую фирму, то будьте уверены, что через 10-20 лет у вас будет стабильная зарплата, страховка, отпуск. То есть все вот прям можете себе планировать на 10 лет вперед. Но если вы работаете на зарубежную фирму, то будьте готовы к различным сокращениям, изменениям. Поэтому тут такое. Но в японских фирмах, конечно, отдается в традиционных больше предпочтение местным людям, а в зарубежных там не имеет значения, откуда вы. Если у вас хороший уровень квалификации, то вы сможете потягаться легко с местными работниками. Здесь мусорный бак не так давно подложили кое-что, что нельзя называть, из-за чего возникают ситуации, которые очень опасны, их также нельзя произносить вслух, но вы все поняли. После этого мусорки вообще убрали, и они зачастую, их можно встретить рядом с автоматами с напитками. И каждый японец, он обычно знает в этом микрорайоне, где находится, где мусорки расположены. Конечно, очень забавно. Очередь с улицы за айфоном. Вот так вот. Кстати, иена-то падает. Да, Тём? У иены сейчас очень выгодный курс. И об этом узнали не только мы с Артёмом. Ладно, я пойду занимать... Да нет, с какой улицы? Ну, ладно, вы Артёма, если где-то что-то слышите, что он говорит, не слушайте его. Ну, как с улицы может быть очередь. Просто так выглядит. Артём там запряг уже 2 сотрудников. Он хочет именно новый цвет, цвет пустыни. Но тем временем уже за нами тоже скопилась очередь. Прошло буквально 5 минут. 20 минут мы отстояли в очереди. Нас проводили к еще одной девушке, к нашему консультанту. Здесь же нам оформляют все вот эта девушка, и здесь же оплата. Все, покупка удалась. Когда мы возвращались обратно, я обратила внимание еще раз на бездомных. Сопоставила это со стилем такси, и мы впервые наткнулись на митинг. Чем вам не Америка, спрашивается? Скажите, кто был в Японии, как часто вы встречали такое комбо? А это мы уже стоим в очереди в заведении, где перед входом предоставляются горячие и холодные напитки, дезинфектор для рук. Единственное было удивление, что пришлось заплатить за вход, и якобы в этот вход включен аперитив. Ну, знаете, аперитив, вот он вот такой вот, не представляется чем-то очень интересным. И самое это важное, что это совет TripAdvisor был топ-1 по димсамам. Если честно, было вот как-то максимально невкусно. Пельмени эти нужно есть с маслом, это еще больше жирности добавляет. Мы взяли еще несколько закусок и все же остались недовольны, так что это заведение, если честно, я вам советую обходить стороной. Вообще, мне кажется, что TripAdvisor, как будто бы они купили у TripAdvisor эти оценки. Я не верю, что людям могло здесь так понравиться. Так, наш счет вот таков. Почти 7 тысяч. Ну, в общем-то, обычно мы едим дешевле, вкуснее. Так что нет, я вообще очень расстроена. Не советую это место. Смотрите, как классно. Полиция на великах. Прям как во Франции. Надо же. Очень стильненько. Молодцы. Зато в форме себя держат. А здесь снова какие-то... Мы торопимся на ужин с нашими друзьями. Сегодня у нас последний вечер в Токио, так что планируем посидеть, поесть традиционной токийской еды и запечатлеть вообще всю эту прекрасную неделю в памяти. Поездка, конечно,
вышло лучше, чем мы могли ожидать. Мы пришли в традиционное токийское заведение. Так, вот такая вот у нас будет сегодня токийская движуха. Происходит что-то невероятно потрясающее. Идет игра, как будто бы кто-то выигрывает квартиру в Токио, но на самом деле это скидка на счет, как мы поняли. Ну как, на пробу идет стейк вагю. Это что-то из детства, мне кажется, с утра, когда оставались макароны и яйца, и мама завешивает яичницу просто, чтобы не пропадало ничего. Okay. И сыр, It's да. now princess, the cheese shreds. Okay, now cheese shred. И запах китченеза. Please say stop. Okay. Окей. Okay, thank you very much. Okay, so start. Okay, so ready, start. ロシアで一番有名なブロガー、お有名になっちゃう。本当ですか? My name Говорите is стоп. my name is Yohei. Весь этот балаган не вызывал должного удовольствия, и мы переместились в ближайший бар на руфтопе и за приятной беседы уже завершили вечер. Так, друзья, день выселения, чек-аут в 10:00, также я в 10:55, знаете, такая с полотенцем на голове. В общем, в чем минус? Выезд до 10 утра, заезд в это жилье 16:00. Это, конечно, минус. Тем не менее, обзор нашего прекрасного жилья. Здесь прихожая, мусор. Вы не можете его куда-то выносить, мусорный бак, либо коллекционируете дома, либо пишете, выставляете за дверь, накрываете, чтобы не разлеталось, вороны не растащили, и пишете владельцу, сдатчику квартиры. Здесь, значит, стиральная машина. Далее у нас здесь кухня, вытяжка, кофемашина. Здесь, кстати, много света. Включается он вот здесь вот, да, вот так вот это все выглядит. Ой, кстати, из холодильника мы не забрали ничего. Надо взять. Так вот. Здесь дальше ванная комната. Кстати, фен Dyson. Прекрасно справился со своей функцией. Ванная комната. Реально ванная. Душ. Хорошие очень шампуни, кондиционеры. И наша спальня. Очень она уютная, такая прям приятная. Вот знаете, все прям здесь хорошо. Места, конечно, не супер много, но это Япония. Здесь мусорные баки. Заметьте, как все встроено. Не теряют ни сантиметра, мне кажется, в доме. Все вот пристроено подо что-то. И такой у нас балкончик. Начинали так здесь наше токийское утро. Жилье это стоит $160 в сутки. И это просто прекрасный вариант в районе Сидзюку. До станции метро 7-10 минут. 3 здесь, по-моему, станции рядом с нами. Здесь еще шкаф, пылесос. Вот такие вот доводчики. Я забыла показать вам. Так, тут надо свет все выключить. Здесь, кстати, нагреватель есть именно сверху. Это очень прикольно. Очень умный такой дом. Здесь тоже выставляете температуру воды. Туалет. Очень умный. Очень умный туалет. Мне очень понравилось, что когда вы смываете, можно еще и руки помыть. И обратите внимание, подставка под телефон для холдера туалетной бумаги. В общем, я говорю этому жилью да, нам оно очень понравилось. Я очень довольна. Это было очень уютно. Прям вот миленько. Тут столько разной всякой подсветки, что прям вот такой уют дома. Все комфортно. Владелец быстро отвечал. Короче, я поставлю им 10 из 10. Напишу много положительных комментариев. И вообще очень счастлива, что заморочилась, потратила время. И у нас вообще такое прекрасное гнездышко было в Токио. Все. Далее на завтрак отправляемся в Киото на скоростном поезде. Мы входили всегда по коду. У нас самостоятельное заселение-выселение. Было строгое правило выселиться до 10:00. В общем, мне кажется, они меняют просто
замки. Ну, код автоматически он сбрасывается, потому что сейчас я хотела вернуться за одноразовой ложечкой, которую я ставила для прекрасного йогурта. Все, код не работает. Так что имейте в виду этот факт. И лучше ничего не забывать. Все. Интересно, а в какое такое место они все стоят? Может, это очередь в игровую комнату? Блин, странно. Километровая очередь. Непонятно куда. Сейчас узнаем. Ребята, вот 2 минуты очереди. Они стоят в игровые автоматы. Ну, ничего удивительного, собственно говоря. Друзья, спасибо большое за просмотр этого влога. Мы на скоростном поезде отправляемся в самый традиционный и красивый город Японии. Поэтому не забудьте подписаться, обязательно нажимайте на колокольчик, пишите свое мнение в комментариях и до новых встреч!